Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Honda NT1100, репортаж из Португалии. Я пристально слежу за моделью с появления технических характеристик, потому что увидел интересные особенности в NT. И сразу же начал вглядываться, как воспринимают модель другие люди, потому что Honda никогда внятно не объясняет, для чего их мотоциклы, а журналисты пытаются модели засунуть в существующие рамки. Почитал обсуждения, где сравнивают с RT и FGR. Это на поверхности, потому что сама Honda позиционирует NT просто как турер. Но совсем мимо, да и ценовой сегмент другой. Само обозначение NT расшифровывается как «новый туринг» или «новые гастроли». Вообще в названии включать слово «новый» — это как называть папки «новая папка». NC расшифровывается как «новая концепция», 10 лет прошло, а все еще новая. Потом в Барселоне был тест для журналистов. В первых рецензиях наших англосаксонских партнеров опять ни слова о том, что делает NT фактически представителем нового класса. Предисловие насчет Honda, это важно для понимания NT1100. Считается, что Honda очень консервативный производитель, надежно, предсказуемо, но без чего-то эдакого, что вообще-то неправда. Если чуть поглубже смотреть, Honda чуть ли не единственная компания, выпускающая экстравагантные мотоциклы раз за разом. Просто они необычны внутри, а снаружи максимально посредственны. Вот смотрите, у компании объективные дыры в модельном ряду. Например, что-нибудь среднекубатурное типа Трансальпы или Маленькой Африки нет такого, хотя уже лет 10 обсуждения, как Honda придет и всем покажет. Отсутствует 1200-й турер и большой кроссовер. Еще из популярного не хватает спортивного кроссовера типа того же кроссраннера. Это только туристические мотоциклы популярных классов. Как сделал бы любой консервативный производитель? Создал бы модели в этих сегментах хотя бы на базе существующих двигателей. Причем это не какие-то нишевые мопеды. Multistrada V4 и 1250 GS – самые продаваемые модели у Ducati и BMW. Африка с 21 колесом и длинноходными подвесками объективно туда никак не вписывается. Любого другого производителя дырки в модельном ряду как-то волновали бы, но крохотный нюанс в том, что Honda – крупнейший производитель мотоциклов в мире с большим отрывом от остальных. Another motor's there doing 55 miles per gallon, 135. Honda, costs little to buy, almost nothing to run. These are the wheels made for your fun. Honda. Honda, world's biggest seller. Wow! И у Honda крупнейшая доля на азиатском рынке. Азиатский рынок из 5 стран по продажам больше, чем все остальные страны вместе взятые. Это, в общем, очевидно, глядя на население и процент мотофикации. В некоторых азиатских странах больше 80% семей имеют хотя бы один скутер или мотоцикл. Но с нашим европоцентристским мышлением кажется, что все прям дерутся за возможность что-то продавать и в Европе. А на самом деле большинство азиатских производителей просто не считают европейский рынок хоть сколько-нибудь значимым, чтобы начать суетиться. Точно так же единицы автопроизводителей делают суперкары. Это крохотный капризный рынок. Для понимания, в США, а это самый жирный из западных рынков, продавалось около 500 000 мотоциклов в год, в Индонезии около 4-5 миллионов, в крошечном Вьетнаме 3 миллиона, а в Индии около 20 миллионов. Именно поэтому в Индии пытаются выпускать и продавать мотоциклы КТМ, который сам почти наполовину принадлежит индийцам, BMW, Triumph, Harley Davidson и японцы. Да-да, сейчас дойдем до того, что это дешевые мотоциклы. У Honda четверть всего индийского рынка двухколесного транспорта, при этом чуть меньше 60% рынка скутеров. Самый продаваемый скутер в Индии – Activa, причем есть куча аналогов дешевле, даже у Honda это не самая дешевая модель. देश का दुलारा एक्टिवा अब बन गया और भी प्यारा। ये एक्टिवा नहीं, एक्टिव वाह 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 है। И у Honda не самая большая дилерская сеть в стране. Причем по мотоциклам Honda это бренд номер 2 в Индии, а номер 1 Hero, о котором вы скорее всего не слышали, хотя Hero, по разным данным, продает от 6 до 10% от всех мотоциклов в мире.
Ирония в том, что Hero называлась раньше Hero Honda. Это изначально совместное предприятие по производству Хонд в Индии. I ride it, I've tried it, the finest bike you ever saw. Just one look is all it takes. Hero Honda, you've made my day. Hero Honda, what a bike! Не так давно Honda вышла из компании, но до сих пор самые успешные модели Hero — это старые разработки Honda практически без изменений. Самая продаваемая модель Hero Splendor — это старая добрая Honda Splendor, практически капсула времени. 2/3 всей умопомрачительной массы индийского рынка — это Honda, просто с разными наклейками. Думаете, это много? На других гигантских рынках Индонезии, Вьетнама и Таиланда у Honda по 75% всего рынка двухколесного транспорта. Да, это дешевые мотоциклы и скутеры, но если считать по деньгам, судя по разным источникам, у мотоподразделения Honda объем выручки в 3 раза больше, чем у ближайших конкурентов, и Азия генерирует самый жирный кусок чистой прибыли для компании. Причем в топе по выручке сидят индийские бюджетные Hero, Bajaj и TVS, о которых мало кто знает. Какие-нибудь Ferrari — это довесок к Fiat, Lambo — довесок к Volkswagen и Audi, а не наоборот, так устроен мир. Подержите в голове фактик. Honda на исследовательскую деятельность и разработку тратит в 1,5 раза больше, чем вся выручка Harley-Davidson. Естественно, с таким подходом Honda ежегодно генерирует в несколько раз больше патентов, чем ближайшие конкуренты, и минимум в 300 раз больше, чем тот же Harley. Для кого главная метрика не патенты, а мотоспорт, у Honda в MotoGP наибольшее количество побед. Теперь немного про экономику. В США у Honda около 1000 мотодилеров, в Индии по разным источникам от 1000 до 2000. Короче, сопоставимые цифры. Зарплаты сотрудникам отличаются примерно в 20 раз, все затраты на аренду и содержание центров тоже различаются минимум раз в 20, а помимо продаж техники, большая часть прибыли идет с продажи запчастей, сервиса и страховок. И тут уже разница не в 20 раз, а в 5-10, поэтому один дилер в Индии в долгосрочной перспективе генерирует больше прибыли, чем американский. В реальности все еще сложнее, потому что западные рынки неустойчивые и низкомаржинальные. Периодически у Honda на европейском рынке убытки, которые закрываются азиатской прибылью. Ну и немножко про Россию. Для ориентира во Вьетнаме 680 дилеров, в Таиланде 1200 дилеров. Каждая страна размером с не самую большую область. На всю необъятную у Honda 14 мотодилеров, в масштабах корпораций такого рынка не существует. Продажа дешевых скутеров и мотоциклов в Азии приносит Honda больше прибыли, чем вся возня с автомобилями, мотоциклами и остальным в Америке и Европе. Фактически каждый 4-й, а по некоторым данным каждый 3-й продаваемый мотоцикл или скутер на планете – Honda. When there's a job to be done, the Honda Trail 90 meets the challenge. Whether it's on the ranch or on the farm, you'll find the Honda Trail 90 a big help. Takes you over all kinds of terrain. It's the ideal bike for hunters and fishermen, too. No wonder the Honda has become the most popular trail machine in the country. Honda, world's biggest seller. Для большей наглядности каждые 2 секунды Honda продает по двухколесному другу. Дополнительно Honda каждые несколько секунд продает по двигателю для лодок, генератору и так далее. Мне доводилось покупать новый скутер у Honda в Индии, ты еще физически стоишь в очереди, чтобы его оплатить. А теперь подумайте, сильно ли волнует совет директоров Honda, что у них не занята какая-то ниша больших мотоциклов, где в случае ошеломительного успеха выручка мотонаправления увеличится на 1%, что меньше, если они просто в Азии выпустят старый скутер в новом цвете, и держа в голове, что выручка все равно год от года меняется процентов на 10 под влиянием внешних факторов. Это все к тому, что у Honda фокус внимания только на азиатском рынке, поэтому компания спокойно живет с незанятыми нишами и может себе позволить просто на пробу создать буквально новый сегмент рынка в случае с NT1100. Выстрелит — хорошо, нет, похоронит разработку, никто и не заметит. Ни один другой мотопроизводитель не может так рисковать, как Honda. Разве что Kawasaki, для которых европейский рынок мотоциклов тоже баловство.
С этим контекстом, если смотреть, что творит компания на западных рынках, сложно не замечать, что у Honda большинство моделей с придурью, даже если мои старые обзоры вспомнить. Кросс-турер – чудаковатый гигант. XADV – отмороженный внедорожный макси-скутер с цепью без аналогов. NC с ящиком вместо бака, длинноходным автомобильным двигателем и автомобильным роботом. Попробуйте аналог найти. Africa Twin – странная концепция гигантского внедорожника, альтернатива только у КТМ. Еще и робот на мотоцикле для бездорожья, эксперимент чистой воды, они под внедорожное использование дорабатывали логику робота на Африке. VFR V700X, выйди эта модель сейчас, все бы сразу поняли, что это единственный четырехцилиндровый среднекубатурный спорттурист с прямой посадкой. Конкурент трейсеру, а не кроссовер в привычном понимании. В 2011 году никто не понял, что это за зверь, журналисты пытались нащупать клиренс и возможность куда-то съезжать. Никого не смутило, что у кроссраннера хот-вилки меньше, чем у многих спортов. Конечно, наверное, крупнейший мотопроизводитель случайно такую подвеску воткнул, инженеров же у них там нет в Японии. S1000XR вышел через 3 года, Tracer через 4 года. CRF 300 Rally вроде понятный мотоцикл, но вообще без конкурентов, если смотреть на колеса и подвески. Был еще CTX 700 круизер, но с непонятной внешностью, и это только туристические мотоциклы за последние десяток лет. Нехило для консервативного производителя, да? Другое дело, что раз для Honda это концепты и европейский рынок не важен, есть привычка недопиливать мотоциклы для идеала, выпуская сыроватый продукт не в плане надежности, а в плане эксплуатации и эргономики. А теперь козырь NT. Это мотоцикл с самой развитой ветрозащитой для путешествий в своем бюджете. Вот просто 0 конкурентов с точки зрения ветрозащиты. Туреры сильно дороже, а у адвенчеров до 20 тысяч евро все хуже. Это единственный мотоцикл из моих обзоров, где со стоковым стеклом при росте 180 см можно на магистрали открыть визор, и вы не будете чувствовать ни ветра на лице, ни подергивания шлема. Более того, это единственный мотоцикл из обзоров, где я наполовину отпускал стекло, чтобы оно вам не загораживало экран. И с наполовину опущенным стеклом я с ростом 188 см по городу ездил с открытым визором, а по серпантинам гонял в очках без потока ветра в лицо. Даже в таком положении оно лучше защищает от ветра, чем большинство ветровичков-адвенчеров. Вы сейчас возразите, что тоже поставили стекло от Givi и можете открыть визор на магистрали, но у большинства мотоциклов все равно будут подергивания и завихрения ветра со сторон из-за того, что адвенчеры очень хотят быть похожими или на эндуро, или на что-то спортивное с узкой мордой. Давайте еще миска подкину, почему это далеко не традиционный турер типа RT или Фиджера и не спорт-турист. Ни один турер близко не имеет схожей энергоемкости, подвески и проходимости. Фактически, если NT в другую внешность нарядить, получится обычный кроссовер. Владельцы нередко рассказывают, как на литровом Versys в стойке по грунтовкам ездят. NT чисто по параметрам не хуже, правда? И в этом фишка NT как концепта. Есть универсальные мотоциклы, которые идут со стороны эндуро. Когда-то это было эндуро, но перешло на маленькие литые колеса с короткими ходами подвесок. Мы привыкли, что это и есть тур-эндуро, хотя там из-за громадного веса и попыток подружить ходовую с возросшей мощностью от эндуро уже одно название, но родовые болячки типа посредственной ветрозащиты остались. Есть универсальные мотоциклы, которые идут со стороны спортбайков. Это в первую очередь S1000XR и Tracer 9. А NT1100 – единственная модель на рынке, которая про то же самое, но подходящая со стороны турера. Можно даже класс назвать Tourer Enduro. Попытка сделать тот же универсальный байк с плюсами турера. Вдобавок, это еще и редкая концепция компактных туреров. Даже по сравнению с RT или Фиджером, NT1100 меньше и легче. Почему я вообще не очень люблю классические туреры, хотя не смею отрицать, что они комфортные и хорошо едут? Это слишком специализированные аппараты. Даже по сухой грунтовке с колеями уже нормально не проедешь, про грязь можно и не мечтать. По разбитым дорогам тоже нет, в городе слишком жирные. И весят туреры многовато, из-за чего спуститься даже по банальной гравийке целое седое приключение.
В реальности в путешествиях оно как? Начинаешь ехать до точки по асфальту, потом по простенькой грунтовочке, вроде худо-бедно едешь. Через пару километров вдруг колеи начинаются глубже, или камни каменистее, или ямы на дороге чаще, дорога сужается в тропинку и так далее. На тяжелом турере уже задумываешься, а надо ли все это, а может там дальше еще хуже пойдет и негде будет развернуться. Ну его, пропущу эту достопримечательность и поеду в отель. И туреры слишком дорогие для игрушки. За условные 30-40 тысяч евро, которые стоят Goldwing или GTL, можно купить 2, а то и 3 мотоцикла, закрывающих разные потребности. Да, я понимаю, что очень сложно сдержаться и не показывать окружающим свою зарплату хотя бы пару минут. Такие ситуации, как в Москве, когда человек покупает голду, надевает свои лучшие сережки и катается только по пробкам, делая вид, что это удобно, в Европе тоже бывают, но реже. Например, у меня у некоторых соседей есть какой-нибудь турер или большой круизер, но никому в голову не приходит на них по городу ездить, все дополнительно имеют какой-нибудь скутер, пусть даже китайский, корейский за 3 копейки. На таком все равно по городу удобнее. В отличие от туреров, NT стоит сильно дешевле, значительно легче, что позволяет на нем без истерики по тропинкам ездить. Собственно, по весу он ровно как Africa Twin Adventure Sports, а многие доказывают, что это легкий мотоцикл. Подвеска хоть как-то справляется с плохой дорогой, дорожный просвет не уступает грозным адвенчерам на спецованных дисках, и NT узкий. Визуально он кажется жирным, но по крайним точкам руля и зеркал на уровне 650-ок, и между рядов на нем вполне комфортно будет ездить. Это еще одна ключевая особенность NT. Ни одного настолько же узкого адвенчера или турера от литра нет. Да, в отличие от туреров, у NT нет кардана. Да, нет ни одной причины, почему на дорожном турере нужна цепь. Предвосхищая комментарии, не куплю, потому что нет кардана. Я вам больше скажу, помимо отсутствия кардана у мотоцикла и пострашнее проблема есть. Мотор от Африки, который туреру не очень-то подходит. Смысл в том, что здесь взяли готовую Африку, доработали под дорожного туриста и вуаля. Нельзя просто взять и на существующих раме двигателей и трансмиссии заменить цепь на кардан. Это выливается в полную переработку мотоцикла, что взвинтило бы цену. Давайте попробуем найти туристический мотоцикл от литра с карданом за 14 тысяч евро. Единственное, что можно найти с умеренной доплатой – архаичный Super Tenere довоенной разработки, не проходящей европейские нормы. Fisker ERT – это 22 тысячи евро. Все. Это была ода концепции мотоцикла, как я ее вижу, а теперь давайте углубимся в детали, потому что все не так классно через 2 месяца, как хотелось бы. В базе NT стоит 14 тысяч евро. Но очевидно, что NT 1100 надо брать только на роботе. Это 15 тысяч евро, что на 200-300 евро дешевле, чем базовая Африка с 10. Разница с Africa Adventure Sports 4000 евро с небольшим. Ощутимо, согласитесь. На механике квикшифтер в опции за 350 евро, так что фактически разница между механикой и автоматом всего 650 евро. Ну или 4,5% от стоимости мотоцикла, так будет легче расстаться с деньгами. Вы же не собираетесь еще и на квикшифтере экономить, надеюсь? А вообще я ни одной причины не вижу покупать NT или Goldwing на ручке. Механическую версию могли бы просто не выпускать, всем было бы проще. Кстати, с этого года здесь, в Португалии, а также в соседних Испании и Франции, голду на механике не продают, только с роботом. И NC в некоторых странах уж несколько лет продается только с роботом. Honda, судя по всему, держит механику только для староверов. На презентации модели в Барселоне были только мотоциклы с 10, журналистам даже не дали попробовать механику. Для путешествий, с одной стороны, робот совсем не нужен, потому что в пробках мало стоишь. На трассах переключаешься редко, просто возишь с собой лишние 10 килограмм. С другой стороны, если путешествуешь в холод, обычно либо руки замерзшие, либо толстые перчатки, либо сразу оба варианта. Планируешь маршрут так, чтобы вечером остановиться в каком-то городе. Соответственно, приезжаешь уставший и замерзший, с кофрами никакого междурядия и толкаешься в пробках в незнакомой стране в незнакомом городе. Не верю, что существуют люди, которые в такие моменты горят желанием травить сцепление в пробке, чтобы чувствовать дух мотоциклиста и свободу выбора передач. Не зря у того же Fisker были роботизированные версии.
Еще проблема с тем, что большинство обзорщиков не умеют правильно обращаться с роботом. Помимо полностью ручного режима, который ничем не отличается от квикшифтера и никакой байкерский дух не убирает, я, например, пользуюсь роботом так. По умолчанию у меня на трассе драйв включен, который экономит топливо и почти всегда на высокой передаче едет. Если мне нужно кого-то быстро обогнать, я просто лепестком на 1-2 передачи вниз щелкаю и погнал. На старых версиях робот такое не сильно любил, очень быстро перескакивая обратно на 6-ю передачу, последние роботы имеют достаточную задержку перед тем, как повышать передачи, хватает в любой ситуации. Если просто часто обгоняешь или в горах, переключаешь в спортивный режим и наваливаешь, вообще желания переключаться иначе нет. Если длинная прямая, можно пощелкать лепестком, робот быстрее повысит передачу. Опять же, на первых версиях робота он фактически никогда не добирался до 6-й передачи в спорте, на прямых гундел на 3-й. В последних версиях лучше понимает, когда начинается спокойная езда и потихоньку перещелкивает на 6-ю, но при намеках на драйв опять сбрасывает вниз, и все это происходит очень плавно. Многие просят рассказать, как там дела у обновленного робота. Как Honda несколько лет назад вылизала робота, так у меня ни одной претензии к нему и не осталось. Нет такого, что урожай роботов 2020 года не удался по сравнению с 2019. По иронии этой модели сцепление нужно как собаке 5-я нога, а переключение передач лапкой на NT эталонное. Чтобы настолько мягко и четко переключались передачи, таких мотоциклов по пальцам пересчитать. К сожалению, у меня не было на мотоцикле квикшифтера, ничего не могу про него сказать. Робот – один из бустеров продаж. Например, в одной только Европе проданы больше 200 тысяч мотоциклов с 10, большинство из которых это NC700, 750 и другие среднекубатурники. 3-speed transmission, automatic clutch and a 4-stroke 50cc engine give get-up-and-go action with 225 miles to a gallon of gas. Dual cam-type brakes on both wheels mean real braking safety. A Honda's for the young at heart. Honda, world's biggest seller. Через пару-тройку лет покупатели из NC-шки вырастают, хочется чего-то такого же, но подинамичнее и покомфортнее. Многие на безрыбье пересаживались на Африку, но это все-таки мотоцикл с направленностью на бездорожье. Проще говоря, на асфальте Африка посредственно управляется. И это еще одна армия людей с Африками, которые мечтали о кругосветке, но так никуда и не поехали. Зато понимают, что ездят на мотоцикле холоце с посредственным комфортом, хотя все остальное устраивает. Само существование модели NT1100 – красноречивое доказательство, что не так уж восхитительна и универсальна Африка. Раньше еще был кросстурер, который хорошо подходил для перехода, но пугал невменяемым весом и повышением расхода топлива ровно в 2 раза относительно NC. У кроссраннера не было варианта с роботом, тоже мимо. Теперь появился NT1100, вариант, чтобы пересесть со среднекубатурника, если сильно хочется того же самого, но побольше. Базовая комплектация у NT не жирная, но довольно толковая, с круиз-контролем, боковыми кофрами, подогревом рук, центральной подставкой, не самым мощным, но приятным светодиодным светом и ходовыми огнями, экраном с тачскрином и навигацией через Apple CarPlay и Android Auto. С другой стороны, нет электронной подвески и AMU даже в опции, хотя на Африке есть, опять же из-за попыток ужаться по цене. Для многих отсутствие AMU уже будет критичным моментом при покупке нового достаточно дорогого мотоцикла. У всех конкурентов Versys 1000, Tracer 9, 900XR, Multistrada V2 и Tiger 900, да даже у неблизкого индийского KTM 390 AMU есть. Есть у NT еще разные незначительные опции, но они все не про электронику. Это более комфортное сиденье, более комфортные пассажирские подножки, центральный кофр, противотуманки да сумка на бак. Турер по цене NT вы, конечно, не найдете, и я не вижу большого смысла сравнивать их в лоб с RT. В принципе, есть альтернативы за эти деньги, но если хочется и комфорта в дальниках, и хорошего мотоцикла в городе, выбор сужается. Во-первых, будем честными, итальянцев многие боятся и даже не станут рассматривать, а у Триумфа в России все ругают дилеров, да и тоже доверия в России к технике нет, хотя я бы лично себе из этих двух вариантов брал именно Тигра. И в городе прекрасен, и у него больше универсальности за счет крутой подвески.
Трейсер боится плохих дорог и эргономика не на каждую комплекцию. Есть еще 900 XR, который сходу проигрывает в подвеске и комфорте, с точки зрения туризма не конкурент. Вистром 1050 имеет все недостатки NT и мало что может предложить, кроме цены. В условиях России главный конкурент NT – литровый Versys. У Versys похожий уровень комфорта, но сильно веселее двигатель. Но если говорить про городскую эксплуатацию, Versys немного проигрывает Honda. Во-первых, у NT низкооборотистый африканский двигатель, с которым в городе приятнее даже без учета робота, да и коробка на Honda приятнее, как всегда. Во-вторых, NT сильно уже Versys, и это важно тем, кто ездит в междурядье. И, вероятно, удивлю, но с точки зрения езды по легкому бездорожью, NT немного лучше Versys, об этом чуть позже. С Versys весь вопрос в том, нужен ли вам более драйвовый мотор. NT не назвать динамичным, там спортивного ничего нет, но тяги достаточно. Если у вас никогда не было литрового мотоцикла, NT понравится и вы даже не поймете, о чем я говорю. Если литр был, а еще лучше с 4 цилиндрами, при покупке NT может появиться странное ощущение, почему ваш 15-летний мотоцикл ехал бодрее новенькой Honda. И чем динамичнее вы привыкли ездить, тем более вероятно разочарование. Конечно, среднекубатурники так не едут, но и особого восторга нет. Я иногда ловил себя на том, что проверяю, не переключился ли случайно на дождевой задушенный режим. Бывает ощущение, что тебя кто-то сзади придерживает. Тут мы упираемся в то, что путешествуют люди по-разному. Есть много людей, которым нравится газульку выкручивать, а есть не меньше людей, которые составляют маршруты так, чтобы кататься по красивым дорожкам вдали от быстрых трасс, заезжать любоваться достопримечательностями и так далее. Или, например, просто доехать без усталости к морю в отпуск на легальных скоростях. Наслаждение не столько от ощущений самого мотоцикла и драйва, сколько от созерцания красоты вокруг. Если хотите драйва, это точно не ваше, а лучше за те же деньги Tracer 9 или Versys 1000. Двигатель – самый большой недостаток мотоцикла. Если в случае с Африкой тот же самый двигатель даже избыточен, с ее подвеской негде реализовать потенциал. У NT, наоборот, очень хорошо настроенная геометрия и подвеска, мотора могло бы быть и побольше. Зато двигатель хорошо тянет с низов и эластичный, для города и просто спокойной езды даже с пассажиром и грузом подходит. С одной стороны ест немного и к баку у меня претензий нет, достаточный запас хода около 400 км в обычном ритме. Для туризма достаточно. С другой стороны, конкуренты с мощностью в 1,5 раза выше имеют примерно тот же расход, а если вы хотите погонять, и расход будет даже выше, и удовольствия не особо. Еще одна деталь, подчеркивающая, что мотоцикл совсем не туринговый – лишние вибрации. На Африке это не является серьезной проблемой, потому что сам класс внедорожников не про комфорт, и на фоне того же КТМ Африка совсем мягкая. Вибрации не особо сильные, но неприятно чувствуются в некоторых режимах. По ощущениям где-то между литровыми Versys и Вистромом. Вибрации раздражают не всегда. Скажем, они хорошо заметны на 3000 оборотах, это как раз рабочие обороты и на медленных серпантинах и в городе. А в районе 4000 оборотов вибрации на уровне ощущений такой же силы, но становятся более однородными. Это как раз 120-130 км в час на 6-й передаче или быстрые серпантины где-то на 4-й передаче. В таких режимах вибрации не обращают на себя внимания. Если же ехать или быстрее, или в более агрессивном ритме, от 5000 оборотов вибрации совсем грубые и неприятные, отчасти поэтому крутить Африку и NT желания не возникает. Это серьезный минус NT, все-таки покупатели туреров ожидают высокий уровень комфорта, кому нужен дух байкерства и вибрации, идут за Харлеем. Вроде не сильные и о них не думаешь, но вечером и в руках лишние муравьи ощущались и в ступнях фантомный зуд. Особо может огорчить после больших туреров или других Хонд, где обычно очень мягкие двигатели. Например, многие будут на NT переходить с NC, так вот у NC на магистрали мотор работает мягче, будьте к этому готовы.
У главного конкурента Versys вибрации тоже есть, но там, вероятно, из-за 4 цилиндров, но они не раздражают и вечером от них следа не остается. С точки зрения эргономики у NT есть наклон на несколько градусов вперед относительно Африки, где совсем прямая посадка. На серпантинах вопросов нет, но на магистрали как дурак сидишь на турере в атакующей позе. Со стоковым рулем плечи затекают, приходится часто сидеть с легким разворотом, держась за руль одной рукой, или еще что-то придумывать в дороге. Наклон не критичный, проставками решится, они тут нужны всем вне зависимости от роста. Еще проставки улучшат обзор в зеркалах. Из-за того, что руль узкий и внизу, в зеркалах на стандартной высоте в основном локти. В мотокуртке с защитой локтей не видишь свою полосу сзади, то есть когда за тобой автомобиль едет, его не видно совсем. Чего я не ожидал, места для двоих достаточно, но нет ощущения избыточности. Это влияет на то, что меньше возможностей менять позы во время езды. Для турера хочется побольше, но в целом понятно, что это не голда, а компактный турер. В отделке NT неприлично простой и дешевый. В деталях все очень бедненько, что 500-кубовый Tides, что NT на одном уровне. NT покупают люди, у которых лишних денег нет. И это не тот случай, когда покупают недорогой городской мотоцикл, он может выглядеть как угодно. За те же деньги можно рядом поставить Multistrada V2, там каждая потраченная копейка видна. Покупая Honda, нужно придушить чувство прекрасного и выбирать ее за удобство и рациональность, еще бубня под нос, что Multistrada быстрее потеряет в цене на вторичке. Ну и Multistrada ты как купил, так и ездишь, а NT сразу нужно колхозить. Про проставки я сказал, также сразу нужно менять сиденье. У Honda есть опциональное комфортное сиденье, но не пробовал, не знаю. Стандартное седло средне-жесткое. С одной стороны на большинстве среднекубатурников хуже, с другой до уровня премиальных мотоциклов далеко. Хотя само сиденье крупной удобной формы скроили на наполнителе, буквально через пару часов дискомфортно. Если на мотоцикле сиденье комфортное и я где-то останавливаюсь на пару минут маршрут поправить или мысль в телефоне записать, я при этом не слезаю с мотоцикла. В случае с NT при любой возможности вставал, что на литровых мотоциклах почти не встречается и больше характерно для среднекубатурников. Вот эти лопатки, которые отсекают ветер и брызги, летящие на обувь, выглядит не особо элегантно, но работает. На NT пропала болячка Honda с тем, что ты не можешь поставить широкое седло, что у Африки, что у Кросстурера, что у NC, руль упирается в стекло и выбор ограничен. Здесь можно поставить стекло фактически любой ширины. Единственное, чего очень не хватает с практической точки зрения, кармана под телефон. Навигация работает только через USB-провод. Окей, подключили, а сам смартфон куда деть? С Африкой такая же система еще туда-сюда, все-таки грозный внедорожник и сумка на руль или бак только придает шарма. А туреру зачем сумка на руль? И главное, это же копеечная реализация. Эти ветроотбойнички не внушали доверия, но в работе понравились. Тут важный момент. Я ехал в летних супер продуваемых перчатках, у которых фишка продуваемые насквозь костяшки и защитные вставки. И так случилось, что останавливался на ночевке в горах, утром на дорогах было от -2 до легкого плюс. Чуть-чуть обдувает костяшки, но жить можно. И обогрев на NT хорошо работает, мощности с запасом. А вот на магистральных скоростях аэродинамика слегка ломается и больше ветра доходит до рук. Направленного потока нет, но слегка обдувает, мороз будет чувствоваться. Но все-таки такая реализация удачная, потому что в данном случае это турер, который подходит и для городского использования, что позволяет заметно сэкономить на втором мотоцикле. Чисто для города он избыточен, все-таки мотоцикл больше про туризм. Что важно в путешествиях? Надежность есть. Рама с движком от Африки, к которой даже последний хейтер Honda придраться с точки зрения надежности не может. Что-то серьезное, из-за чего вам придется поменять планы в путешествии, нет, такого быть не может. Максимум какой-нибудь умник скажет: вот, да там же робот, это же как DSG, они же ломаются. Ну да, сколько там уже первым роботам Honda, 13 лет? Двигатель довольно свежий, у него нет каких-то древних непонятных тянущихся с 80-х странностей, обычный современный мотор. Но второй момент. Этот двигатель создавался исключительно под Африку с целью сделать мотор для кругосветных путешествий. В том числе сразу заложены условия, чтобы двигатель работал на любом топливе.
У NT1100 сейчас самая низкая степень сжатия из современных двигателей, и 91-й бензин не в каком-то альтернативном дохлом режиме, а самый что ни на есть рекомендованный бензин из коробки. У меня есть претензии к динамике двигателя, но вызывает уважение, что Honda решила сделать, повторюсь, абсолютно новый мотор по правилам старой японской школы. Производитель наибольшего количества продаваемых двигателей внутреннего сгорания в мире немножко умеет в моторы и знает, каким бензином в мире заправляются. Для NT немного поменяли впуск и выпуск для суперплавного ускорения и приятного звука на низких оборотах. Суперплавный — прямая цитата из пресс-релиза. Собственно, об этом я всегда и говорю, это фирменный хондовский стиль очень плавных моторов без каких-либо подергиваний. This is the live flow. Responsive. Eager. All go. And Honda's smooth four-stroke engine lets you move like the wind. Get with the lead look. The look of the Honda Super 90. You meet the nicest people on a Honda. Для любителей динамичной езды за те же деньги и в той же кубатуре есть мотоциклы, которые дадут больше фана, но для людей, которые никуда не спешат, это тоже фактор. Не чудовищный момент внизу, не бешеный разгон, а плавное ускорение. В этом фишка Honda. Особенно с 10 такой плавности механика не дает, хоть с квикшифтером, хоть без. Глушитель расположен сильно ниже, чем у Африки, и если использовать с кофрами, получится эффект, что в городе, непривычный для туреров, отраженный от асфальта очень низкий звук со своим шармом. А на трассе буквально с 80 км в час глушителя не слышно совсем. За свои деньги у мотоцикла неплохой комфорт в стоке, но самое важное, есть отличный потенциал. За вменяемые деньги можно довести комфорт до отличного уровня. Будет лучше, чем у большинства адвенчеров за 20 тысяч евро с лишним. За 15 тысяч евро нет мотоцикла с такой ветрозащитой, еще и чтобы вдвоем нормально сиделось. Стоит сказать, что у NT высота по седлу 820 мм, что ниже любого адвенчера от литра, и это будет ощутимым с ростом ниже 180 см. С другой стороны, Tiger 900 GT или Tracer 9 еще ниже и легче. В целом же по эргономике NT максимально универсален и для среднего роста, и для двухметровых дядек. Диапазон регулировки стекла сумасшедший, по высоте 16,5 см. Для ориентира у большинства премиальных адвенчеров высота регулируется сантиметров на 7 и максимальная высота гораздо ниже. Стекло очень высокое в крайнем положении, проще сказать, что все стоковые стекла мотоциклов, которые я тестировал, были ниже. Но и отмечу, что регулировка стекла самая неудобная из всех ручных. На ходу даже с включенным круиз-контролем двумя руками у меня не получалось поднять. С моим ростом 188 см дует аккурат в вентиляционное отверстие на макушке, отсюда шум на магистрали. Если чуть пригнуться, идеально, тихо, и даже если визор совсем открыть, никакого движения воздуха в глазах или на лице, без болтаний и разреженных зон. С ростом 180 см и ниже будет чистый восторг сразу в стоке. Соответственно, чтобы испытать те же чувства при моем росте, нужен или микроспойлерок, или стекло немного другой формы, даже такой же высоты. Можно ездить и со стоковым, оно все равно лучше, чем можно добиться на большинстве адвенчеров со сторонними стеклами. Главное даже не в том, чтобы ветер в лицо не дул, а что нет никаких подергиваний на магистральных скоростях, в этом кайф туреров. Если стекло в среднем положении, мотоцикл стабильный на трассе до 180 даже с кофрами, дальше я просто не проверял. Но нужно учитывать, что NT все-таки легкий и относительно короткий, он не может справляться с таким широким и высоким стеклом, как большие тяжелые туреры. Если стекло в самом высоком положении, чувствуется, что NT не прилипает к асфальту, как большие туреры. В таком положении на пустой дороге где-то от 160 ощущение, что по жиру едешь, и мотоцикл влево-вправо очень плавно поерзывает без рывков. Если в потоке, например, легковушка едет спереди даже в соседней полосе, такой же эффект и на 120 заметил. В общем, можно поэкспериментировать со стеклами. Из-за развитой защиты от ветра нижней части ног, сильный направленный поток идет ровно в колени, как на худом гусе.
Если экипировка нормальная, это никак не мешает, а в неподходящей может быть проблемой. И еще этот поток ветра вбивает наколенники в колени, и если сами наколенники какие-то неудобные, это может ускорять ощущение натертости. Сами колени под прямым углом при долгой езде ногам удобно. И да, про ветрозащиту это все при езде с 3 кофрами. У эдвенчеров с 3 кофрами на скоростях все еще хуже. Именно поэтому я на всех тестируемых мотоциклах снимаю боковые кофры. Но так как здесь кофры идут в стоке и все равно будут именно с ними путешествовать, оставил. В стоке еще фирменные Barbie Size сумки в кофры, которые легко спутать с сумками для ноутбуков. Стандартные кофры сделаны тонкими для езды по городу, по ширине они примерно равны крайним точкам руля и зеркал, идея понятна. Лично я сторонник езды с одним центральным кофром по городу. Как минимум большинство шлемов в эти боковые кофры не войдут, да и они все равно сантиметров на 5 шире руля. Если путешествовать вдвоем, стандартных боковых кофров впритык, и большинство будет путешествовать еще и с центральным кофром. Я себе плохо представляю женщину, которой будет достаточно одного кофра NT. В моем случае стоит центральный кофр на 35 литров. Я бы выбрал другой фирменный кофр на 50 литров, который в городе все равно не мешает. Если что, 50-литровый кофр – это очень много, и туда спокойно входят 2 полноразмерных шлема. Никаких электронных замков нет, но ключом зажигания открываются все 3 кофра, и на этом спасибо. Да, у него нет модной комплектации, типа радара, подсветки поворотов, электронной регулировки стекла и что там еще бывает. Зато здесь есть сразу в стоке круиз-контроль, любимая навигация через Apple CarPlay и автомат. Да, на мотоцикле отсутствует электронная подвеска. У Versys и Tracer есть в опции. Большого смысла за нее переплачивать я не нашел ни там, ни там. Подвеска с ходами 150 мм это такая золотая середина для асфальтовых путешествий. С одной стороны уже нет зубодробительной жесткости на плохой дороге, а с другой и хорошая управляемость, и нет избыточных клевков. Конечно, на совсем спортивных мотоциклах есть смысл подстраивать настройки под конкретные условия, но NT это не нужно, регулировки преднатяга подвес достаточно. Так как NT сделан на основе хорошо известных двигателей коробки Африки без изменений, у меня перед тестом к мотоциклу было всего 2 вопроса. Про ветрозащиту и как там дела с подвеской, не сильно ли она клюет. Неожиданно для себя я получил значительно больше, внезапно NT офигевший на серпантинах. Подвеска идеально себя ведет на извилистых дорогах. У меня ни одного нарекания в таких условиях и с таким мотором к ней нет. Это раз. Даже на очень узких серпантинах со шпильками все понравилось. Второе важное открытие. Идеально настроена геометрия мотоцикла. Колесная база достаточно короткая. Мотоцикл отлично рулится на малых скоростях, при этом не настолько короткая, чтобы козлил. Оптимальный вылет 108 мм, и по прямой стабильно едет, и рулится достаточно остро, вообще считаю идеальным значением для туриста. Правильная размерность дисков и шин спортивно-туристического стандарта. Например, у RT, литрового Versys и так далее такие же размеры. Значит, море спортивно-туристических покрышек, приятное перекладывание на серпантинах и держак в наклоне. Еще на серпантинах большое значение имеют тормоза. Что интересно, у NT тормоза не совсем как на Африке. Чисто по цифрам все то же самое, но у Африки сзади двухпоршневый суппорт, на NT 1100 однопоршневый. Здесь они без люксовой плавности, но достаточно хваткие и прогнозируемые. Всегда знаешь, как нужно жать, чтобы оптимально затормозить. Я не могу к ним серьезно придраться, учитывая мощность мотоцикла. И напомню, здесь эластичный двигатель без провалов с идеальной коробкой передач. В комплексе мотоцикл очень понравился на извилистых дорогах. Он очень послушный, приятно закладывается и так далее. Чтобы с таким удовольствием по горам ездить вообще без огорчающих моментов – редкость, тем более у универсальных мотоциклов. Единственное, на быстрых серпантинах хотелось бы больше мощности, но в рамках легальных скоростей не так заметно. Где NT дает прикурить всем турерам, езда по плохим дорогам. Что меня самого удивило, очень удобно ехать в стойке. У многих турэндуро такого удобства нет, вот что значит гены Африки. Я не стану говорить, что мотоцикл не замечает неровности или огромное удовольствие на разбитой дороге. Все замечает, даже мелкие стыки, и диапазон работы не бесконечный. У 900-го Тигра или Мультистрады подвески более энергоемкие, тут и спорить не о чем. Есть понимание, что это дорожник,
но спокойно проезжаешь по каменистым дорожкам, не боясь, что мотоцикл развалится или будет стучать дном. Условно, где проедут 650-ки и 750-ки типа Versys, Вестрома, 750 GS, NC, CF Moto и так далее. С тем же успехом проезжает NT, причем с высоким ростом на нем это делать еще и удобнее. И вилка здесь посерьезнее уровнем, чем у среднекубатурных дешевых кроссоверов. Для турера мотоцикл весит как пушинка, на нем не страшно куда-то заехать одному. Да NT легче того же Versys и всех современных 1200-х адвенчеров. Давайте про электронику. Я давно не ездил на Африке, где такой же экран, и забыл, насколько же он тормознутый. Тормоза проявляются при пролистывании экранов, но во время езды это не напрягает, потому что ездишь с одними настройками. А вот что раздражает – загрузка экрана при включении зажигания. В эпоху ТикТока это невыносимо долго. Фактически трогаешься быстрее, чем экран догрузится. Потом предупреждение о том, что во всем виноваты вы. Само предупреждение на большинстве современных автомобилей и мотоциклов есть, не за что ругать. С одним нюансом. Все понимают, что это формальность, на нормальных мотоциклах и автомобилях предупреждение само закрывается через пару секунд. В Хонде думают, что это действительно важно, поэтому обязательно надо нажимать кнопку, иначе так и будете кататься с предупреждением. Потом вот эти вездесущие шкалы от 1 до 3, которые работают наоборот. Например, трекшн контроль и антивили настраиваются от 1 до 3, где 3 максимальное вмешательство. А мощность двигателя и сила торможения двигателем тоже от 1 до 3, но максимум это 1. Если версия с роботом, спортивный режим коробки от 1 до 3, где 3 самый спортивный режим. При этом у мотоцикла целых 2 экрана, можно легко словами написать, а не цифрами. Ну и конечно, 2 экранчика это тупо. Я понимаю, что у них была задача сделать совместимость с Apple CarPlay. В отличие от встроенной навигации, которую можно как хочется запрограммировать, CarPlay работает как кабель к телевизору, полностью переключая изображение на всем экране. Нормальные люди с этим борются тем, что один дисплей состоит фактически из 2 или 3 частей с независимым управлением, и можно выводить навигацию только на части экрана, а в другой уже рисовать спидометр и остальное. У Honda ленивая реализация с отдельным старперским экранчиком, на котором всегда отображается спидометр с незначительными данными. Это с самого начала тупиковый путь, и чем дальше, тем он тупее. Человек – существо ленивое, и все привыкают смотреть на верхний экран для считывания скорости. Там крупный спидометр, который всегда в поле зрения. Когда выводишь на основной экран карту, тебя принуждают пригибаться, чтобы посмотреть значение скорости. Плюс там не хватает базовой информации, например, уровня топлива. Это всегда раздражает, особенно когда знаешь, как можно было бы реализовать удобнее с отображением скорости сверху карты, как это делается на Ducati. Касательно интерфейса, есть разные схемы отображения информации, но фактически нет никакого смысла в использовании любых других, кроме полного. В полном виде можно вывести несколько дополнительных параметров на экран, но со странностями. Параметры зачем-то разбиты по блокам и надо перещелкивать. Если хочется, к примеру, посмотреть запас хода и средний расход. На одном экране эти параметры разместить не получится. Пульты управления избыточно завалены кнопками. Во-первых, кнопки круиз-контроля справа, это неудобно. К слову о прошлом обзоре, даже на архаичной Хонде круиз-контроль можно отключать обратным поворотом ручки газа, а на свежей модной мультистраде V2 нет. Максимальная скорость круиз-контроля 160 км в час. Спидометр на Хондах всегда безбожно врет, в реальности это 145 км в час. Никакой калибровки нет, но если хотите исправить, ищите спидохиллер. Но это ладно. Самая большая беда пультов – неудобный поворотник. Он утоплен под гудком, и всегда нужно точно палец направлять аккуратным выверенным движением. В версии с роботом еще сложнее, потому что под поворотником лепесток передач. И когда хочешь какое-то действие совершить, например, поменять мощность подогрева рук, приходится очень точно выискивать на ощупь нужные кнопочки. Время подвести итоги. Мне в NT1100 очень нравится сама концепция. Надеюсь, что модель будет популярной и другие производители пойдут в эту нишу, перестанут делать клювики у мотоциклов и косить под эндуро.
NT1100 обречен, чтобы его хейтили за то, что он никакущий, не стильный, не динамичный и так далее. Я не скажу, что это плохой мотоцикл и не стоит своих денег, у него нет совсем уж идиотских просчетов. Вполне годный байк, но себе я его не хочу. Тем не менее, при определенном стечении факторов буду рекомендовать. Например, когда ограничен бюджет и никак не получится замахнуться на мотоциклы, которые стоят 20-25 тысяч евро. И когда нужен один мотоцикл и для ежедневной езды на работу, и для асфальтовых путешествий, при этом гонять не хочется. Вот в таком довольно популярном сценарии можно рассмотреть. Чисто как второй мотоцикл для путешествий я его не вижу. За те же деньги лично я бы выбирал между Versys 1000 и Tiger 900 GT. С точки зрения туризма все-таки робот не является определяющим фактором. Либо если очень хочется отличную ветрозащиту и готовы все перенастраивать под себя, чтобы избавиться от некоторых эргономических просчетов. Тут все довольно легко можно исправить. Через несколько лет в качестве БУ я буду настоятельно рекомендовать эту модель к покупке, как раз вылезет плюс повышенного ресурса и неприхотливости агрегатов, известная в любом сервисе платформа и так далее. А за отсутствие байкерского духа Хонду ругать мавитон. Что бы Honda ни делала, все равно получается супер кап. Просто, надежно и вполне комфортно. Друг семьи, а не предмет вожделения. Глядя на суперкап, разговоры о том, что дух мотоциклизма умер, бушевали еще с 50-х, задолго до NC и NT. Время показало, что в конечном итоге Honda была права. You can ride a Honda. Conserve your energy and enjoy the fun, freedom, and economy of two wheels. A Honda is easy to ride. Even your brother-in-law can master it in minutes. And as for economy, a Honda never gulps gas. Just sips it 200 miles to the gallon. And a Honda costs less to own than a good set of golf clubs. It can hold 45 miles an hour all day without complaining. The engine practically takes care of itself. That's an automatic clutch and 3-speed shift he's using. Foolproof and simple. And as for safety, with Honda's cam-type brakes on both wheels, you stop on a dime. You'll have a lot of fun riding a Honda. Of course, if you must have 4 wheels, how about another Honda?